Привет, друзья! Добро пожаловать обратно на мой канал. Сегодня мы будем гулять по одному из моих любимых районов города. Это станция метро Чернышевская. Начнем нашу прогулку с очень красивых и интересных улиц. Это Пестеля и Маховая. Заглянем в Академию Штиглица и поужинаем в одном интересном кафе. Ну что, идемте гулять? Ох уж эти дворы-колодцы! Не могла не заглянуть. На пересечении 5 улиц, в том числе улицы Пестеля, находится небольшая, но очень красивая Преображенская площадь. Перед нами Спасо-Преображенский собор, один из красивейших храмов города. Вокруг собора разбит сквер, окруженный очень необычной оградой. Она выстроена из пушек, взятых со стен турецких крепостей. Эта ограда как памятник героизму русских солдат в русско-турецкой войне. Также на Преображенской площади расположено Генконсульство Финляндии, излюбленное место жителей Петербурга. Пройдя пару минут пешком, мы с вами попадаем на тихую и уютную Маховую улицу. Своей красотой и спокойствием она привлекала многих известных людей того времени, которые снимали здесь квартиры. Это и Федор Тютчев, и Михаил Иванович Глинка, и Менделеев, Склифосовский, Шевчук и многие-многие другие. Сегодня здесь расположены известные учебные заведения. Вот, например, перед вами Государственный институт сценических искусств. Здесь есть как платное обучение, так и бесплатное. Для поступления нужны русский язык и литература. В этом институте учились многие известные люди. Например, Аркадий Райкин, Михаил Боярский, Дмитрий Нагиев, Хабенский, ну и так далее. Ну и по традиции посмотрим стоимость обучения на этот год. А свои первые шаги они делали на легендарной сцене учебного театра на Маховой, который напротив. Его особенность в том, что на сцене выступают студенты театрального института. Будущие звезды, а не прославленные артисты. Здесь ставятся самые разнообразные спектакли для взрослых и детей. Билеты продаются в театральных кассах города. Рядом, буквально в соседнем доме, находится известное музыкальное училище имени Мусоргского. В конце улицы спрятался вот такой красивый храм. Для меня самой это было удивление. И еще одно приятное удивление, которое ожидало нас на улице Маховой, это кафе Безе. Мы здесь были первый раз и, честно вам скажу, не пожалели ни на минутку. Это совсем небольшая сеть кафе в центральном районе. Это и кафе, и кондитерская с собственной пекарней. В этот день всех гостей в честь десятилетия угощали бокалом шампанского и черешней. Шампанское, кстати, было очень вкусное. Не сэкономили, молодцы.
Я сразу вам скажу, что все было очень вкусно. Очень классно вообще. Тарелки красивые. С лососем. Это, наверное, самая вкусная паста с лососем, которую я ела. И, кстати, заметьте, какие здесь большие порции. И какая красивая посуда. К нам надо кушать. Так, да, бекончик. Ой. Драники были просто великолепные. Немного сняла для вас меню, остальное смотрите на сайте. Я ссылку оставлю внизу. В общем, великолепное место со вкусной едой, с красивым интерьером. Не пафосное, не гламурное, все как я люблю. Будете на Моховой, обязательно загляните сюда. А мы идем дальше, на потрясающе красивую улицу Пестеля. На этой улице в свое время жили великие композиторы Мусоргский, Римский-Корсаков и Чайковский. Вы только посмотрите, какая величественная арка. Это один из самых красивых домов на улице Пестеля. Давайте заглянем во двор. Шестикомнатная квартира на 3-м этаже площадью 211 метров квадратных стоит 30 миллионов рублей. Планировка квартиры очень необычная, но квартира требует ремонта. А этот угол с небольшим фонтаном чем-то напомнил мне любимую Италию. А как вам этот великолепный серый дом с огромными колоннами и статуями наверху? Здесь, на 6-м этаже, продается пока самая дорогая квартира, которую я видела, гуляя по городу. Это даже не квартира, а какой-то дворец. Стоимость 115 миллионов рублей, 255 метров квадратных. Обязательно пройдите по ссылке внизу и посмотрите на этот шедевр. На улице Пестеля есть вот такой интересный двор-колодец с 2, а может быть даже и с 3 проходами. И один из них выходит на любимую фонтанку.
А вот и знаменитая Государственная академия имени Штиглица, которая находится рядом с улицей Пестеля. Нам удалось попасть вовнутрь. Там такая красота. Более подробно я покажу вам в следующем видео.